Очередное цирковое представление нелегитимной власти прошло вчера на брифинге МИД Беларуси, посвященном инциденту с самолетом Ryanair. Неожиданно на мероприятии появился задержанный журналист Роман Протасевич. Отвечая на вопросы прессы, он заявил, что чувствует себя прекрасно и жалоб к правоохранительным органам никаких не имеет. Пальцем его никто не трогал, а информацию о том, что лично Лукашенко избивал его во время допроса, назвал фейком. Более того, Роман Протасевич рассказал, что в интервью на режимном телевидении и в брифинге он участвует добровольно. Однако не всем подобные откровения пришлись по душе. Журналистка Белопан Татьяна Коровенкова во всеуслышание заявила, что не верит ни единому слову Романа, предполагая, что с ним могли сделать. Она лишь подчеркнула, что искренне ему сочувствует, как и многие другие белорусы. Кроме того, брифинг покинул журналист BBC Джон Фишер и некоторые зарубежные дипломаты, заявив, что Романа Протасевича привели туда под принуждением. А глава МИД Латвии и вовсе написал у себя в Твиттере, что данная пресс-конференция напоминает худшие примеры сталинского прошлого. Важно отметить, что доклад Международной организации гражданской авиации по инциденту с самолетом Ryanair представит в ближайшие 2 недели. Об этом заявил сегодня глава компании. В атмосфере строгой секретности следственные органы Беларуси готовят списки лиц, которые могут попасть под политическую амнистию. Об этом стало известно изданию «Наша Нива», которое ссылается на свои источники. При этом полного понимания, кто попадет в такие списки, пока нет. Вероятно, это будут политзаключенные, которых осудили за самые незначительные злодеяния, вроде нанесения надписей на асфальт. При этом сообщается, что составление списков не является гарантией того, что политическая амнистия будет объявлена. Однако эта информация согласуется со сведениями о том, что политзекам в последнее время активно предлагают писать покаянные заявления о помиловании на имя Лукашенко. Отметим, что амнистии в Беларуси объявляют регулярно и, как правило, они приурочены к неким датам. Так, в прошлом году это был 75-летний юбилей Победы, а годом ранее 75-летие освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Примечательно, что в этом году Лукашенко объявил новый государственный праздник – День народного единства 17 сентября. Дата примечательна тем, что в 1939 году в этот день Красная армия без объявления войны перешла границу Польши, которая вела войну с гитлеровской Германией. Зная дурное чувство юмора самодержца, можно предположить, что политическая амнистия совпадет именно с этим псевдопраздником. В последнее время вся риторика Лукашенко сводится к войне. По словам бывшего президента Беларуси, никто не гарантирует, что наша страна не будет воевать. В связи с этим он поручил развивать в Беларуси производство стрелкового оружия на случай вооруженного конфликта и не надеяться на заморского дядю. А во время вчерашнего визита производственно-технический кластер Устье он и вовсе заявил, что все население страны должно научиться обращаться со стрелковым оружием и начать стоить со студентов, чтобы им не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя. Важно отметить, что совсем недавно Лукашенко утверждал, что за протестным движением в стране стоит Запад, который хочет превратить Беларусь в полигон перед броском на восток. А НАТО создает военную группировку для захвата западных областей Беларуси. Однако все это выглядит как типичный бред стареющего диктатора в стиле истории с погребом в Гомельской области. Футбольный матч между клубами Крумкадши и Волна на стадионе Олимпийский для некоторых болельщиков закончился задержанием. В поимке участников политических акций на стадионе участвовал лично глава Минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Людей арестовывали сразу на входе только за то, что на них были надеты майки с цифрой 25. Это номер футболиста Крумкадшо Александра Ивулина, которого задержали 3 июня и осудили на 30 суток. В автозаке оказались также 2 девушки, которые шли на матч с надувными цифрами 2 и 5. Роковым стал и первый гол, так как после этого люди начали скандировать «Саша Ивулин», что также спровоцировало задержание. В свою очередь милиция заявила, что во время матча были задержаны всего 4 человека и доставлены в РУВД для установления личности, но административный процесс против них не начали и впоследствии отпустили. Поток контрабандных сигарет из Беларуси не иссякает. Вчера украинская погранслужба задержала крупную партию табачных изделий и сообщила о раскрытии схемы незаконного перемещения сигарет через страны ЕС в Украину. Пограничникам поступила информация о том, что нелегальный товар попытаются провести через пункт пропуска Ягодин-Авто на 2 фурах. После того, как один из автомобилей въехал на территорию страны и отвез груз до склада в Луцке, выяснилось, что вместо керамической плитки, которая была указана в документах, в фуре находятся коробки с сигаретами. Складывается впечатление, что контрабанда сигарет, как и пропуск нелегальных мигрантов через белорусскую границу в соседние европейские страны, это своего рода месть нелегитимного за меры, которые в отношении него предпринимает Евросоюз. Стоит отметить, что из-за контрабанды сигарет из Беларуси ЕС ежегодно теряет миллионы евро налогов. Вероятно, Лукашенко реализует эту схему с помощью своего кошелька бизнесмена Алексея Алексина, которому принадлежит фабрика «Неман». Табачная продукция именно этого предприятия чаще всего фигурирует в сводках новостей
об отлове очередных партий контрабанды в Европу. Вот уже более 2 суток пациенты 11-й больницы Минска отказываются от местной еды. Связано это с субботним ужином, после которого треть отделения мучилась от рвоты и диареи. У некоторых наблюдалось повышение температуры. Количество отравившихся было настолько велико, что капельниц на всех не хватало. Пациенты отмечают, что врачи и весь медперсонал делали все возможное, чтобы помочь, а вот Минздрав заявили, мол, никакой информации об инциденте к ним не поступало. Но зачем-то все же взяли у всех отравленных анализы крови. Однако его результатах не сообщается. Судя по всему, чиновники пытаются скрыть происходящее, а вот сами медики говорят, что подобные отравления в их больнице случались и раньше. Более того, в редакцию портала Тутбай продолжают поступать жалобы от читателей, которые пострадали от прекрасной кухни столичного медпункта. Вчера на территории бывшей лукишской тюрьмы в Вильнюсе открылась выставка, посвященная белорусам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за давления со стороны режима. Все они выступили против фальсификации выборов и насилия силовиков, за что были подвергнуты жестоким репрессиям. Экспозиция, авторами которой стали Вероника Квятковская и Саша Варламов при участии члена команды Маланки Николая Маминова, получила название «Межа». Оно отсылает к границе, разделяющей жизнь героев выставки на «до» и «после». На фотоработах представлены истории баскетболистки Екатерины Снытиной, директора Гродненского хосписа Ольги Велички, основателя Маланки и платформы «Зубр» Павла Маринча и многих других белорусов. Официальную часть открытия выставки посетила народный лидер Светлана Тихановская, премьер Литвы Ингрида Шимоняте и ряд известных литовских политиков. Госпожа Шимоняте выступила с проникновенной речью, подчеркнув, что 14 июня в Литве – день траура и надежды. 80 лет назад тысячи литовцев депортировали в сталинские лагеря. В наши дни страшная история повторяется в Беларуси. «Мое сердце с вами, Литва тоже с вами». Такими словами премьер-министр завершила свое выступление. Стоит отметить, что после закрытия лукишская тюрьма стала культурным пространством, в котором проходит множество знаковых культурных событий. Параллельно с открытием выставки «Межа» состоялись презентации выставок еще 2 именитых белорусов – дизайнера Владимира Цеслера и графического художника Светланы Петушковой. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!